У каждого человека случаются такие события, которые делят жизнь на до и после. Легендарный, уважаемый, мудрейший Амитабх Баччан не исключение. 35 лет назад в его жизни произошло событие, которое он до сих пор не может забыть, возвращается к нему в своих воспоминаниях снова и снова. 1983 год. Индия затаила дыхание. На съемках фильма «Носильщик» с Амитабхом Баччаном случилась трагедия. Выполняя трюк с участием каскадера, Амитабх должен был упасть на поверхность стола, но, уворачиваясь от удара, упал на угол стального стола. Падение было неудачным, удар пришелся на нижнюю часть живота. Режиссер поначалу похвалил его за реалистичную игру, но когда Амитабх остановился на полпути, все поняли, что произошло что-то серьезное. Амитабх сделал 2 шага, потирая живот, а затем осел на пол, его лицо исказилось в агонии. Было решено, что это незначительная травма, и актер вернулся в люкс-отель Бангалора. Мало кто ожидал, что этот инцидент приведет к клинической смерти актера. Итак, в отеле боль не утихала. Первую ночь Амитабх провел в агонии. К нему приехала супруга с детьми. Проведенный рентген не показал ничего страшного, но состояние ухудшалось с каждым днем. Ситуация сдвинулась, когда в дело, благодаря его другу Радживу Ганди, вмешались высокопоставленные государственные чиновники. Были вызваны лучшие врачи страны. К этому времени у Амитабха уже была высокая температура, неоднократная рвота, сердцебиение повысилось до 180 ударов в минуту по сравнению с нормальными 72. Он впадал в кому. Было принято решение об операции, в ходе которой было обнаружено отверстие в тонком кишечнике. Операция продолжалась 3 часа. Последующие часы проходили в ожидании, надежде и молитве. Но на следующие дни пошли осложнения. Сначала пневмония, затем неполадки с почками. Через 6 дней актера перевезли в госпиталь Бомбей. В Бомбее ослабленному Амитабху Баччану пришлось пережить еще одну операцию, длившуюся 8 часов. Последствия инцидента на съемках потрясли всю Индию. По всей стране миллионы поклонников затаили дыхание. На первых страницах газет ежедневно публиковались отчеты о состоянии здоровья Амитабха Баччана. Друг детства Раджив Ганди прервал свою поездку в Соединенные Штаты, чтобы вернуться в Бомбей и быть рядом с Амитабхом. И среди первых встреч премьер-министра Индии Индиры Ганди после ее возвращения был визит к раненой звезде. Такое внимание создавало серьезные неудобства и оценивались даже как бездушное отношение. Каждый пытался попасть в больницу. Причем, если поклонники старались не беспокоить звезду, то актеры и знаменитости стали для семьи Баччан острой проблемой. Дошло до ситуации, когда уставшая супруга Баччана, Джая, была вынуждена физически вытолкнуть мэра Бомбея и членов его семьи, музыкального директора и ряда других людей. Вне госпиталя вспыхивали драки. Это абсолютно смешно и бессердечно. Они ставят под угрозу жизнь человека, за которую, как они утверждают, они молились, сказал глава комитета Конгресса штатов Бихар-Прадеш. Каждый день Джая Баччан, брат актера Амитабха, его родители и невестка получали большое количество карточек и цветов от доброжелателей. Кинопроизводители Бомбея по-своему сильно переживали по поводу состояния Амитабха Баччана. Для них же он был своего рода бездонный золотой рудник. Его худощавое телосложение, задумчивый взгляд и авторитетное исполнение сделали Баччана культовой фигурой, оценивающейся в 35 лакхов за фильм. За полгода до трагедии на съемках «Носильщика» Амитабх решил снизить убийственную нагрузку от работы, которую он получал без разбору, подписываясь на проекты. Поэтому, стремясь упростить график работы, особенно после приступа астмы, Амитабх последние несколько месяцев проводил, завершая уже существующие проекты, не начиная новых.
В результате, когда он пострадал на съемках «Носильщика» в июле, у него было только 2 незаконченных фильма. Это «Носильщик» и «Зов свободы». Врачи оценивали время на полное выздоровление в минимум 6 месяцев, а то и полный год. В последующей неделе остекленная палата Баччана стала лабиринтом из машин и сложных систем жизнеобеспечения и трубок. Врачи чувствовали, что худшее позади. «Только его сила воли его вытащила», – сказал Яш Джохар, который бросился в Бангалор за запасными дозами плазмы, обогащенной тромбоцитами, и оставался с семьей в самые тревожные моменты. «Если бы это был кто-то другой, он бы сдался», – добавил Рамеш Сипи. «Вы не знаете, что такое боец Амитабх. Он просто никогда не сдается». Спустя 35 лет после трагедии Амитабх Баччан поблагодарил поклонников за то, что они молились за него. Его сын Абхишек Баччан, поздравляя отца с днем рождения, отметил: «Только настоящие легенды рождаются дважды. Берегите свое здоровье и оставайтесь с нами».